Друзья, всем привет! Меня зовут Зацаринская Виктория, и я являюсь преподавателем по веб-дизайну и графическому дизайну. Сегодня мы с вами познакомимся с эффектами в Figma. Давайте создадим вообще любой элемент. Эффекты будут работать как с текстом, так и с фигурами. Можем дать ей абсолютно любой цвет, который вам нравится, это не сильно имеет значение. Дальше мы с вами идем в раздел эффектов. Пониже листаем, если их вам не видно, крутим колесико, вы их тут найдете, предпоследние. Нажимаем плюс, создаем эффекты. Первый эффект, который у нас здесь появляется, это Drop Shadow. Drop Shadow — это тень сзади. Когда мы добавили эффекты, мы видим с вами, что у нас тень сзади действительно появилась. Просто она очень маленькая и может быть не сразу заметной. Конкретно у данного эффекта мы можем управлять некоторыми параметрами. Первое, position, это позиция по x и по y, мы можем с вами сместить тень влево-вправо, вверх-вниз. Blur, это размытие. Мы сейчас с вами видим, что у нас края тени не совсем ровные, потому что они размылись на 4 пикселя. Если мы напишем 0, то у нас тень будет четкая. Если сделаем размытие побольше, то она у нас, конечно же, больше будет размываться. Настройка Spread. Это настройка, которая есть только у эффекта Drop Shadow, и она позволяет контролировать тень. Она может быть как положительная, так и отрицательная. Мы можем сделать тень побольше, и обычно такая настройка может применяться, например, для эффектов свечения. Ее нужно применять достаточно аккуратно. И отрицательные значения, у нас тень уходит как бы назад фигуры и будет создавать ощущение того, что сама фигура парит над элементом. Если мы больше, конечно, сделаем размытие, парение будет больше. И, конечно же, мы можем управлять цветом тени. Небольшой лайфхак. Если мы с вами тень будем сзади делать в стиль нашего элемента, но с меньшей прозрачностью, тогда эта тень будет смотреться максимально естественно. Можем сделать чуточку темнее, главное делать ее в таких же красных оттенках, например, как у нас и основной объект, чтобы сделать эту тень более натуральной, так как черные тени могут выглядеть неестественно в проектах. С настройками Drop Shadow мы разобрались, а давайте теперь посмотрим, какие есть еще эффекты. Нажимаем на Drop Shadow, и у нас здесь появляются достаточно разнообразные эффекты, например, Inner Shadow. Inner Shadow — это внутренняя тень. С помощью нее мы можем делать, например, эффект теснения, или наоборот, фигуру мы можем делать объемной. Если мы с вами оставим темный цвет, как вы видите, есть ощущение того, что у нас фигура влипла в фон. То есть она стала как будто бы глубже, чем фон. А если мы с вами цвет тени поменяем, допустим, на белый, тогда у фигуры, наоборот, появляется объем. В зависимости от того, какой цвет у этого эффекта вы будете использовать, разный результат можно получить. Параметры настроек у Inner Shadow остаются точно такими же, только они будут происходить внутри фигуры. Следующий эффект я хочу показать вам на наглядном примере. Например, мы нарисуем темный элемент, пусть он будет темно-синим, чтобы вам лучше был видно результат этого эффекта. Затем я беру фигуру круг и рисую круг. Круг у меня будет поярче, например, пусть будет какой-нибудь зеленый. Давайте сделаем поменьше. Заходим в эффекты. Вместо Drop Shadow выбираем Layer Blur. Layer Blur — это размытие фигуры. Сама фигура у нас размылась. И в этой настройке у нас есть два варианта размытия. Первый вариант размытия — это такое универсальное размытие, когда размывается полностью вся фигура. При этом мы можем задать только процент размытия. Чем больше у нас размытия, тем сильнее пропадает визуальная фигура. Таким образом мы сможем, например, создавать визуальные красивые градиенты. У нас есть одна фигура, делаем копию, меняем ей цвет на другой. И как вы видите, в точках соприкосновения размытия у нас немножечко градиент получается. С помощью этого можно тоже создавать в проектах красивые разные эффекты, плюс есть ощущение того, что оно подсвечивается за счет того, что у нас темный фон. На светлых фонах это будет чуточку иначе выглядеть, но тоже красиво. Получается прекрасный, интересный градиент. Возвращаемся с вами в эффекты и будем рассматривать второй вариант размытия. Это прогрессивное размытие. Нажимаем на него, и мы с вами видим, что у нас появляется, как у градиента, линия. У этой линии есть две точки. У одной точки будет размытие, и у другой. Мы с вами можем сказать программе, что начальная точка, например, пусть размывается на 20 пикселей, конечная точка на 60. То есть этими точками мы можем управлять и можем задавать еще наклон размытия, в какую сторону все это будет смотреть, и по-своему тоже получается красивый интересный эффект. Давайте с вами рассмотрим следующий эффект. Нажимаем на Layer Blur и выбираем Background Blur. Мы с вами сейчас не видим абсолютно никаких изменений.
Почему? Потому что у нас стопроцентная видимость самого цвета. Настройка Background Blur работает только тогда, когда у нас фигура полупрозрачная, поэтому мы с вами снижаем видимость цвета. Прозрачность снизили, но опять же ничего не видно. Давайте мы эту фигуру немного сместим. Обратите внимание, что на краях ниже лежащей формы у нас уже идет размытие сзади. У нас создается такой эффект матового стекла. Мы с вами можем зайти в настройки этого эффекта, сделать размытие сзади сильнее или меньше. То есть этими настройками можно управлять. У нас с вами, как вы видите, есть универсальное размытие и прогрессивное размытие. В прогрессивном точно так же мы можем управлять точками. Обратите внимание, какой результат у нас может получиться, если сзади этого элемента мы положим другие фигуры, и у нас они как бы будут немножко рассеиваться и давать эффект небольшого свечения. Следующий эффект, который мы с вами рассмотрим, это эффект шума. Добавляем шум и видим, что его не видно, потому что у нас темный цвет с какой-то прозрачностью, поэтому его немножко не видно. Конечно же, если бы элемент у нас был другого цвета, его было бы лучше видно, но у нас темный цвет, давайте мы его отредактируем. Заходим в палитру, делаем, например, белого цвета, добавляем прозрачности. Видим, что у нас шум стал проявляться. Также можем здесь управлять размером шума и его прозрачностью. У нас есть вариант моношума, когда у нас используется только один цвет. Есть двойной шум, когда будет использоваться два цвета, например, темный и светлый. И при этом будет чуть более глубокий эффект создаваться. Не для всех проектов это может подходить, но все-таки можно попробовать потестировать. И у нас есть еще вариант мультишума, когда у нас он такой немножечко смешанный, не совсем понятный. И в зависимости от того, какой у нас цвет основного объекта, он может по-разному у нас проявляться. Вот так, вернули прозрачность в фигуре, посмотрели, что это у нас за шум. У шума, кстати, мы можем делать наложение, чтобы создавать какой-то более другой эффект. Зависит от того, какой основной объект вы используете. Если этот будет шум использоваться для фотографии, конечно, это может тоже по-своему интересно смотреться. Еще один эффект – это эффект текстуры. Текстура позволяет у нас как будто бы рассеивать фигуру, но с другой стороны она ее ломает. Мы можем с вами задать в текстуре размер, сделать более такой видимой, расплывчатой, или сделать менее расплывчатая, она будет как будто бы снежная немножко или пыльная. Также можем задать радиус. За счет этого она больше или меньше рассеивается. Если мы с вами нажмем на галочку «Клип», то у нас по краям этот шум рассеется, и мы не совсем можем видеть, что по итогу получается. Вот эта кнопка нужна не всегда, не везде. Например, когда можно применять кнопку «Клип». Добавляем эффекты. Мы сейчас для текста добавим несколько эффектов. Первый эффект у нас будет Layer Blur, прогрессивный, например, у нас какая-то часть будет размываться. Добавляем еще эффекты и выбираем второй эффект текстуры. Когда мы с вами нажмем на клип, у нас, обратите внимание, текстурой покрылась не вся часть текста, а только та, для которой мы сделали прогрессивное размытие, и в ту сторону которой смотрит это прогрессивное размытие. Это очень прикольный эффект, прием. Таким образом мы можем управлять с вами областью и текстуры, и размытия. И последний эффект, который мы с вами рассмотрим, работает только с фреймом, то есть фигурами и текстом он не работает. Берем фрейм, растягиваем его, создаем какую-то прозрачность небольшую, заходим в эффекты, выбираем эффект глаз. Сейчас мы никаких изменений не видим. Глаз – это эффект стекла. Если мы положим фрейм на какой-то объект, мы видим, что сзади фрейма начинает все размываться. Здесь мы можем настроить свет, и мы видим, что при изменении настроек у нас падение света меняется. Можем настроить рефракцию, можем настроить глубину, дисперсию и настроить размытие. И по итогу у нас эффект стекла получается. Если мы внутрь этого фрейма положим какой-то объект, то сам объект будет четко виден, а все, что находится сзади этого фрейма, будет вот так вот расплываться, размываться. Ну что ж, мы рассмотрели с вами все настройки эффектов. Если у вас что-то не получается, возникают сложности, обязательно пишите мне, я понимаю, насколько важна поддержка со стороны. Не стесняйтесь писать, свои контакты я оставила в описании. Ну а если вопросов нет, пойдемте смотреть следующие уроки.